Дорогие зрители, здравствуйте! Сегодня покажу рецепт по-новогоднему уютных, очень вкусных и невероятно ароматных имбирных пряников или печенья. Тут уж кому как больше нравится называть. Основное их отличие от классических пряников будет заменен на цельнозерновую пшеничную муку, использование небольшого количества жира и отказ от дополнительного добавления сахара. Мед я исключать не буду, но если вам его нельзя или вы боитесь выпечки с медом, не критично, можно просто заменить мед на сироп топинамбура. Также в этом ролике покажу, как при отсутствии формы можно сделать любую понравившуюся форму пряника. Продемонстрирую 3 рецепта с вариантами глазури без добавления сахарной пудры и немножечко их сравню. Если не умеете, но хотите научиться глазировать пряники, обязательно ознакомьтесь с разделом общих правил для всех видов глазури и загляните в раздел по украшению пряников. А для желающих сделать глазурь цветной покажу 3 натуральных красителя, которыми при съемке этого ролика пользовалась я. Для нашего с вами удобства обязательно разделю ролик по темам и снабжу его навигацией по времени. Давайте начинать. Сначала приготовим пряники. Заранее ставим духовку разогреваться до 180 градусов Цельсия и приступаем к приготовлению теста. В сотейник добавляю 20 грамм кокосового масла, 80 грамм меда, подсластитель. Информацию по своему подсластителю всегда указываю в описании под роликом. По 1 чайной ложке сухого имбиря и корицы. Пол чайной ложки мускатного ореха. Немного ванили по желанию. Постоянно помешивая, прогреваем массу до растворения меда и подсластителя. И как только появляются первые пузырьки, сразу же снимаем массу с огня и добавляем к ней пол чайной ложки соды. Перемешаем до однородности. Масса хоть и немного, но вспенится, поэтому смотрите, чтобы кастрюля изначально была хотя бы на несколько сантиметров выше уровня жидкости. Я показываю максимально вкусный для себя вариант теста. Вы же меда можете добавить и меньше. Без нагрева меда по-настоящему медовое печенье выпечь невозможно. Нам все равно придется нагревать мед не в кастрюле, так в духовке. Поэтому для тех, кому мед нельзя, или кто боится канцерогенов из нагретого меда, смело можете заменить мед на сироп топинамбура. Структура пряников немного изменится, но сиропом тоже получится вкусно. Даем медовой смеси немного остыть, буквально 2-3 минутки. Тем временем перемешаем яйцо венчиком или вилкой. Добавляем к смеси яйцо и быстренько перемешиваем массу до однородности. Если вы вдруг на предыдущем этапе не перемешали яйцо, мешать нужно особенно активно, чтобы не дать белкам свернуться. Теперь переливаем смесь в миску или в кастрюлю, в которой будем замешивать тесто. По желанию еще можно добавить щепотку соли для баланса вкуса. И оставляем массу остывать буквально еще минут на 5-10. Тем временем просеиваем муку. Лучше просеять сразу грамм 220-250. Точных идеальных пропорций в этом рецепте нет, так как мы с вами можем использовать муку разных производителей, яйца разного размера. Возможно, вы захотите добавить меньше меда или масла. Этот рецепт хорош тем, что мы сами в итоге регулируем количество муки в зависимости от полученного количества жидкости и свойств конкретно вашей используемой муки. У меня прошло 10 минут. Начинаю порциями где-то по 1/5 от общей массы добавлять муку. После каждого добавления тщательно перемешиваю лопаткой. С каждой порцией муки тесто уплотняется. Когда оно становится достаточно плотным, эластичным и практически не липнет к рукам, заканчиваю с добавлением муки. Вот так готовое тесто выглядит у меня. Оно очень эластичное, податливое и удобное для раскатки. В этот раз у меня ушло ровно 200 грамм муки. Бывает немного больше или немного меньше. Вот это тесто на сиропе топинамбура. Старайтесь не забить тесто мукой, так с ним будет удобнее работать и оно получится более легким по своей пищевой ценности. И приступаю к раскатке теста. При необходимости чуть припылите поверхность и скалку мукой. Тесто удобно раскатывать на специальном коврике. На нем можно сразу вместе с ковриком перенести печенье в духовку и даже при тонкой раскатке исключить разрыв или деформацию печенья.
У меня многоразовый тефлоновый коврик. Толщину раскатки теста регулирую по настроению, обычно от 2 до 6 мм. И не забывайте, что оно еще поднимется. Если собираетесь потом заливать пряники глазурью, то желательно, чтобы пряник на протяжении всей его площади был одинаковой толщины. Так глазурь ляжет максимально красиво и однородно. Для создания одинаковой толщины теста придумали вот такие скалки со съемным регулятором толщины теста. Приобрела ее, потому что мне просто нужна была новая удобная скалка, а эти регуляторы толщины оказались приятным бонусом. Вырезаем любые фигурки до тех пор, пока не закончится тесто. У меня для этого есть вот такие различные вырубки. В этом ролике ингредиенты рассчитаны на небольшую порцию печенья в районе 350 грамм. Я обычно выпекаю сразу 2-3 таких порции. В ролике продемонстрировано печенье с разных партий. Что делать, если у вас нет никаких форм? Просто воспользуйтесь каким-нибудь стаканом или кружкой нужного диаметра. Их можно потом покрыть глазурью, и если проявить фантазию, получится очень красиво. А если хотите что-нибудь поинтереснее, чем круги, можно ввести в поисковике запрос. Я написала просто «трафареты для пряников». Нашла там понравившиеся фигуры, приложила к экрану лист, карандашом перевела их на обычную бумагу, а затем вырезала. Для трафаретов с простыми рисунками можно обвести только контуры, без вот этих внутренних деталей. Я все равно потом все, кроме контуров, рисовала на глаз. Прикладываем к раскатанному тесту и аккуратно ножом вырезаем фигурки. Этот способ, на мой взгляд, удобен для больших фигур. Больше всего понравился вот такой большой трафарет человечка. Он у меня высотой почти 17 сантиметров и максимальной шириной около 13 сантиметров. Его удобно вырезать, глазировать и при должном украшении даже не стыдно подарить. Единственное, что при таком способе вырезания теста края могут получиться не очень-то и ровные, поэтому рекомендую их по возможности как-нибудь вот так поприжимать и разровнять. А если вам очень понравится какая-либо определенная фигура, потом можно уже приобрести готовую вырубку. Я так сделала с олененком. Чтобы увеличившееся в процессе выпечки печенье не толкало и не деформировало друг дружку, раскладываем заготовки на некотором расстоянии друг от друга. Отправляем заготовки печенья в разогретую до 180 градусов Цельсия духовку. Выпекаем до готовности в зависимости от толщины теста и мощности вашей духовки в среднем от 5 до 15 минут. Старайтесь все-таки не пересушить, иначе пряники слишком пересохнут и потеряют во вкусе. У меня пряники выпекаются около 10 минут. В зависимости от толщины теста за это время они могут быть в разной степени золотистые. Поначалу пряники могут казаться слишком мягкими, но по мере остывания и нахождения вне тары они подсохнут, станут более твердыми, примерно как песочное печенье. Пока пряники не остыли, можно при необходимости с легкостью насадить их на палочки и использовать потом как украшение. После остывания это будет сделать более проблематично и можно легко повредить пряник. Даем пряникам полностью остыть. При разломе пряники выглядят вот так. Очень вкусно, атмосферно, празднично. Готовые пряники нужно хранить в плотно закрытом контейнере или пакете, чтобы они не стали шибко твердыми. Теперь подаем пряники к чаю. Либо можно последовать за мной в следующие разделы, где я показываю 3 рецепта глазури, сравниваю их между собой и рассказываю и показываю все необходимые нюансы для покрытия и окрашивания пряников глазурью. Сейчас расскажу важные общие правила по работе с глазурью и насколько густой или жидкой она должна быть. Придерживайтесь максимально низкой скорости, либо вообще замешивайте массу вилкой. В противном случае можно получить большое количество пузырьков, которые потом нужно будет сидеть и протыкать зубочисткой или иглой. А если этого не делать, эти пузыри ухудшат внешний вид глазури, как, например, на показанных сейчас пряниках. У разных производителей сухие компоненты по-разному поглощают влагу и загущают массу, поэтому количество ингредиентов может быть весьма индивидуально. Стоит учитывать, что, например, сухое молоко, желатин или нахождение на воздухе по прошествии времени все больше и больше загущают массу естественным образом. Степень густоты глазури по необходимости регулируйте. Для контура и точечной прорисовки лучше погуще, для заливки пожиже. Если использовать для сплошной заливки слишком плотную глазурь, фигура может некрасиво залиться вот такими буграми и ухабами. А если прорисовать детали и контур жидкой глазурью, то наоборот все потечет и не будет держать контур.
Если у вас масса более жидкая, регулируйте степень густоты сухими компонентами. Если более густая, добавьте воды или, например, лимонного или апельсинового сока. Это еще и дополнительно придаст глазури цитрусовые нотки. Не поленитесь и перетрите массу через сито. Готовому глазированному изделию дайте хорошо просохнуть. Иногда на это может потребоваться около суток. А уже после этого можете при необходимости складывать пряники друг на дружку и обязательно поместите их в плотно закрытый пакет или контейнер. Для нанесения глазури вам понадобятся кулинарные мешки. Берите по возможности самого небольшого размера. У меня самые маленькие мешки были размером только 26 сантиметров. Зубочистки либо игла для рисования. Ею я поправляю свои огрехи в нанесении глазури. Еще для прорисовки теней и нерельефных акварельных линий я использовала вот такую тонкую кисть и обычную пластиковую крышку вместо палитры для разведения красителей. Также рекомендую рядом положить бумажные салфетки, чтобы оперативно убирать излишки глазури. И подготовьте какую-либо поверхность, на которой будем глазировать пряники. Я буду делать это на многоразовом тефлоновом коврике. Для окрашивания всех пряников в этом ролике я использовала 3 цвета вот таких натуральных красителей. Натуральные красители могут быть жидкими или сухими. Еще можно попробовать окрасить глазурь, например, соком ягод или какими-либо другими натуральными красителями, которые можно найти в своем холодильнике. В качестве красного красителя у меня вот такой под названием кармин. Для того, чтобы получить привычный оттенок красного, я добавляла к нему немного желтого цвета. В качестве синего у меня вот такой экстракт спирулины. А в качестве желтого использовала вот такой краситель куркумин. Еще у меня есть вот такой желтый под названием дикий шафран. Шафран не советую, у него не нейтральный запах, возможно, не всем понравится. Все остальные цвета, которые вы увидите в ролике, я получила путем смешивания всех этих 3 цветов, получается красного, желтого и синего. Сухие красители можно сначала развести в воде, а уже потом разводить с базовой глазурью. В итоге у меня получилось вот такое количество цветов. Как получить какой-либо цвет смешением основных цветов, можно найти по запросу в интернете. Но учитывайте, что иногда можно получить немного неожиданные цвета, потому что мы все-таки смешиваем цвета, подмешивая их в белый цвет, и он тоже влияет на полученную итоговую расцветку. Для первого варианта глазури на изомальте нам понадобится 1 белок от куриного яйца. В целях безопасности я никогда не использую сырые белки, поэтому беру пастеризованные, либо, как сейчас, сухие под названием альбумин. Альбумин заранее, следуя инструкции производителя, развела теплой водой, немного перемешала и оставила на 20-40 минут. Когда альбумин готов и дошел примерно до вот такой степени растворения, можно добавить к нему изомальт и все вместе взбить на небольшой скорости. Помешивая, добавляем изомальт к массе небольшими порциями до тех пор, пока не доведем глазурь до нужной нам степени текучести. На эритрит изомальт заменить здесь нельзя. Глазурь на эритрите в данном рецепте получится рыхлая, очень сладкая и невкусная. У меня эта глазурь получилась вот настолько текучая. Люблю такую консистенцию глазури для сплошной заливки пряников. А для однородности еще рекомендую перетереть глазурь через сито. С этой глазурью можно работать даже на следующий день. Сейчас в кадре показываю, как эта глазурь ведет себя при нанесении. После засыхания она останется глянцевой. Для приготовления второго варианта глазури нам понадобится 1 белок от куриного яйца. В целях безопасности я никогда не использую сырые белки, поэтому беру пастеризованные, либо, как сейчас, сухие под названием альбумин. Альбумин заранее, следуя инструкции производителя,
развела теплой водой, немного перемешала и оставила на 20-40 минут. Когда альбумин готов и дошел примерно до вот такой степени растворения, можно добавить к нему остальные ингредиенты и все вместе взбить на небольшой скорости. Добавляем эритритол в виде пудры. Сухое молоко добавляем постепенно. У разных производителей оно по-разному поглощает влагу и загущает массу. Если у вас масса более жидкая, регулируйте степень густоты сухим молоком. У меня глазурь получилась вот такой степени текучести. Эта глазурь быстро густеет на воздухе, да, собственно говоря, и в пакете тоже. Поэтому старайтесь нанести ее в первые часы украшения пряников. На следующее утро она уже станет непригодной для красивого украшения пряников. Сейчас в кадре показываю, как эта глазурь ведет себя при нанесении. В итоге после застывания эта глазурь получится матовой. Для приготовления третьего варианта глазури на желатине все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Заливаю желатин и подсластитель питьевой водой. Я использую быстрорастворимый желатин, который не требует предварительного замачивания. Если у вас обычный желатин, оставьте его в воде до набухания. Теперь нам нужно нагреть желатин до растворения гранул. Это можно сделать на плите, на водяной бане или же импульсами секунд по 5-10 в микроволновой печи. В любом случае, не забывайте перемешивать массу, не доводить ее до кипения, требуется просто растворить желатин до вот такого однородного состояния. В отдельной емкости смешиваю мягкий творог с сухим молоком и затем объединяю с готовой желатиновой массой. Степень густоты, как обычно, регулируйте добавлением жидких или же сухих компонентов. Эта глазурь капризна к температурам. При достижении около 25 градусов Цельсия она становится уже густой и неудобной для рисования. Поэтому ее, возможно, время от времени придется прогревать очень короткими импульсами по секунды 3 в микроволновой печи. При этом важно не перегреть, иначе мягкий творог свернется и глазурь будет испорчена. Эту глазурь необходимо доиспользовать сразу же и не оставлять на следующий день. Для избавления от комочков перетрите полученную глазурь через сито. Сейчас в кадре показываю, как эта глазурь ведет себя при нанесении. В итоге она получится матовой. Сейчас покажу сам процесс нанесения глазури на пряники. Напоминаю, что для контуров и точечной рельефной прорисовки деталей глазурь должна быть поплотнее. Потренируйтесь на какой-либо поверхности, и если текстура вас устраивает, тогда уже приступайте к оформлению самих пряников. Сейчас покажу, как работать с пряниками со сплошной заливкой. Я на всякий случай обрисовала себе границы пряника карандашом. Теперь обвожу эти нарисованные границы контурной глазурью. Это позволит четко обозначить границы и легко потом залить содержимое контура глазурью. Видите, я веду глазурь не по прянику, а стараюсь рисовать, вести или, скажем, тянуть ее по воздуху. В идеале нужно дать контуру немного подсохнуть, буквально пару минут, и уже потом приступать к полной заливке фигуры. Для равномерного распределения глазури можно вот так немного постучать или помочь себе зубочисткой или иголкой. При необходимости подравниваем контуры зубочисткой или иглой. Когда глазурь схватится, уже можно нанести финальный рисунок. Я потом на скорую руку нарисовала вот такие атрибуты пряничного человечка белой глазурью. Сейчас без комментариев от себя просто немного продемонстрирую идеи простых и эффектных украшений пряников. Для съемки этого видео я раскрашиваю пряники в первый раз. Поэтому не судите строго, но чувствую, если делать это почаще,
то можно вполне набить руку и получить очень даже по-профессиональному красивые пряники. А теперь наглядно сравним 3 глазури. Сейчас покажу поближе, как выглядит каждая из глазурей и расскажу о своих впечатлениях. Вы, если будете готовить какую-то из этих глазурей, пожалуйста, тоже делитесь своими впечатлениями и в комментариях дополняйте меня. Сейчас показываю пряники с глазурью на белке и изомальте, что мне в ней понравилось. При высыхании она остается глянцевой, это красиво. Она самая белоснежная из 3, это тоже красиво. Она вкусная, не сыпется, достаточно плотная, с ней удобно работать, и если вы в первый день не доиспользовали ее до конца, в принципе, это возможно сделать даже на следующий день. Какие-то детальки подрисовать очень даже возможно. Может быть, это будет выглядеть уже не так эффектно и красиво, не так просто, но из всех 3 глазурей это более-менее возможно. Сейчас показываю пряники с глазурью на белке, пудре эритритола и сухом молоке. При высыхании эта глазурь из глянцевой превращается в матовую, что делает пряники более блеклыми. Не такая белоснежная, как на изомальте, потому что сухое молоко, в общем-то, не белоснежное. По вкусу глазурь, в принципе, понравилась, по структуре тоже. Этой глазурью нужно работать первые часы приготовления. Потом уже будет проблематично. Обычно сухое молоко со временем еще больше загущает массу, и ей невозможно что-то нарисовать будет. Сейчас показываю глазурь на желатине. Она не белоснежная. После застывания становится матовой. Не такая вкусная и пряничная, как первые 2 глазури. А еще у нее самый небольшой срок хранения. Она капризна к температурам. При достижении около 25 градусов Цельсия она становится уже густой и неудобной для рисования. Поэтому ее, возможно, придется время от времени прогревать очень короткими импульсами в микроволновой печи. А так при соблюдении температурных рамок, в принципе, рисовать ею удобно. Эту глазурь необходимо доиспользовать сразу же и не оставлять на следующий день. В общем, для меня это не очень идеальная глазурь, но из-за простоты ингредиентов, возможно, именно этот вариант глазури вы захотите приготовить, чтобы сделать ваши пряники более нарядными, красивыми, праздничными, атмосферными. В общем, как-то так. А сейчас все вместе. На видео показаны 3 снежинки с разными видами глазури без добавления красителей. Первая глянцевая и белоснежная – это глазурь на изомальте. Вторая матовая и менее белоснежная – это глазурь на пудре эритритола. А третья матовая и не белоснежная – это уже глазурь на желатине. Вот сейчас можете увидеть разницу. В общем, у каждой глазури есть какие-то свои преимущества. Пробуйте, выбирайте подходящую или делитесь в комментариях рецептами своей любимой глазури без сахара. Для понимания веса конкретно моих пряников, украшенный глазурью большой пряничный человечек весит около 80 грамм, олененок около 30.
снежинка 20 грамм, а звезда около 10 грамм. Вроде постаралась все самое важное максимально подробно рассказать и показать. Если остались какие-либо вопросы, пишите в комментариях. По известным мне заменам информацию можно найти в описании под роликом. Кто будет готовить, пишите, как вам результат. Всегда буду рада обратной связи. Желаю всем приятного чаепития, мира, здоровья и добра. До новых вкусных рецептов!